Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами делимся актуальной информацией на 19 сентября 2021 года. Не пропустите 19 сентября праздник, посвященный Архангелу Михаилу. Помните, в этот день вы можете попросить его о всем, чем угодно, и он обязательно исполнит все ваши желания. Помним о том, что именно в этот день вы можете провести ритуал от сглаза и зла, а также провести обряд на удачу. Об этом мы поговорим далее в этом видео, а также в этом видео детальный лунный календарь на 19 сентября. Итак, друзья, начнем с народных примет и с народного календаря на 19 сентября. Итак, 19 сентября – это Михайлов день, день Архангела Михаила. По церковному календарю это большой праздник, посвященный Архангелу Михаилу, который сотворил большое чудо. Он спас христианский храм от разрушения, направив на язычников огромный поток воды. 19 сентября – важный день в календаре, и в этот день отмечается Михайлово чудо. Праздник, посвященный воспоминанию чуда Аристратига Михаила, одного из высших ангелов, принимающих самое близкое участие в судьбе церкви. В Писании Архангел Михаил назван князем и вождем воинства Господня, главным борцом против дьявола и беззакония среди людей. Поэтому церковь его именует Аристратих, то есть старший воин или вождь. Архангел Михаил почитается церковью как защитник веры и борец против всякого зла и ереси. На иконах он изображается с копьем или огненным мечом в руке, низвергающим дьявола. В народе эту дату называют Михайлов день. Это строгий праздник, во время которого нужно придерживаться определенных запретов и соблюдать все правила. Поэтому 19 сентября проводили обязательно с семьей. Можно было ходить в гости, но только к родным и близким людям. Все садились за обеденный стол, на котором стояли блюда с пирогами, овощами, фруктами, а также рыбой. Запивали все медовухой. Старались все, что было подано, съесть, но если что-то оставалось, остатки ни в коем случае не выбрасывали, а отдавали голодным и обездоленным. А лучше вообще было приготовить специальные блюда для нуждающихся и угостить их. В народе верили, что таким образом можно очистить душу от 100 грехов. Существовала традиция в Михайлов день задавать друг другу разные вопросы, на которые нужно было отвечать только честно, иначе Архангел Михаил рассердится и накажет, нашлет беду. В праздник Михаила нельзя было конфликтовать, тем более выяснять отношения на повышенных тонах. Все обсуждалось мирно и тихо. А после обязательно нужно было побрататься, обнять друг друга. В деревнях в Михайлов день, 19 сентября, все собирались на осенней братщине, где всей общиной решали семейные вопросы, измены, разводы, недовольство родственников друг другом. Ни в коем случае нельзя было клеветать, только честные разговоры и в спокойном тоне. После того, как старший в деревне выслушивал обиженных и недовольных, а затем присутствующих на собрании, он выносил свой вердикт, который обжалованию не подлежал.
19 сентября, в день Архангела Михаила, запрещено было работать. Бытовала в народе народная примета, что если ослушаться запрета, то в тот же день человек может заболеть. К тому же начатое дело никогда не закончит. По этой же причине купцы в эту дату старались не ехать за товаром. В пути могло произойти воровство или даже пожар, наводнение или другое событие, которое помешает привезти товар целостности и сохранности. Запрещалось в этот день и забираться на деревья, поскольку считалось, что тот, кто сегодня на дерево полезет за плодами, вместе с ними и упадет. Женщины 19 сентября лечили заболевшего лихорадкой табаком, который клали в изголовье постели, а также отпаивали водой с колокола, обливали его над емкостью и собирали эту водицу. На шею заболевшему вешали мешочек, в который была зашита змеиная шкурка. Верующие в этот праздник шли в храм, где молились за здравие родных, близких и врагов своих. Там покупали самую большую свечу и ставили ее у лика Архангела Михаила. После выходили из церкви и загадывали заветное желание, и оно обязательно исполнялось. Но при условии, если человек сам творил добрые деяния и не носил злобу в своем сердце. Обязательно в Михайлов день 19 сентября читали различные заговоры, ритуалы, обрядам. И именно сегодня они обладали особой силой, силой чудотворной. И с давних пор наши предки не только помнили, но и строго соблюдали все приметы и запреты, объясняющие, что нельзя делать 19 сентября в праздник Архангела Михаила, чтобы не навредить ни себе и ни своим близким. В Михайлов день запрещено было трудиться, иначе архангел может подтолкнуть к совершению поступка, о последствиях которого придется серьезно пожалеть. Кроме того, нарушивший запрет может серьезно заболеть и никогда не закончит начатые дела. Не наказывают за непослушание Михаил только тех, кто работает по найму и кто своей работой дарит добро и радость окружающим. Ведь совершение хороших дел – это не грех. 19 сентября нельзя надолго отлучаться из дома. Михайлов день надо провести в кругу семьи, друзей, знакомых, соседей, накрыв пышный стол и поговорив обязательно. В день Архангела Михаила нужно обязательно простить всем обиды, а также поделиться своими радостями. Тогда осенние дни подарят счастье, удачу и благополучие. То, что останется после застолья, ни в коем случае не стоит выбрасывать. Лучше все отдать животным. 19 сентября ни в коем случае нельзя мыть голову. Таким образом, вы можете смыть всю память и ум. Тот, кто ослушается запрета, начнет многое забывать, из-за чего могут начаться проблемы на работе и в общении с окружающими. Не стоит в Михайлов день печь хлеб и пироги, для того, чтобы не навлечь на себя болезни и неприятности. Сегодня лучше вовсе отказаться от мучного, но если это невозможно, то продукты из муки желательно купить. Также 19 сентября нельзя было собирать чернику. По народному поверью, по ней сегодня топчется нечисть, которая превращает лечебные свойства ягоды во вредные. А тот, кто соберет и съест чернику в Михайлов день, может даже на время ослепнуть.
Запрещено в день Архангела Михаила отказывать в просьбах, как близким, так и малознакомым людям. Иначе в будущем случится беда, с которой не получится справиться самостоятельно. Кстати, тот, кто 19 сентября станет целый день всем помогать, сможет попросить у Архангела Михаила совета и помощи в исполнении самого заветного желания. А те, кто отправляются 19 сентября в путь, это примета к неудачной дороге. Михайлов день также нельзя и собирать овощи. И, друзья, далее, как мы и обещали, даем вам обряд от сглаза и зла, насланного на ваш дом или квартиру. Чтобы никакой злой человек не мог сглазить благополучие вашего дома, хозяйка или хозяин вставали на порог, держа в правой руке зажженную церковную свечу, купленную именно 19 сентября, и говорили такие слова: «Михаил Архангел, ты наш ангел, помоги, счастье в доме сохрани, чтобы злой человек не навредил, его насланные напасти предотврати, защити от лиха наш очаг, дай нам много благ». Далее нужно было потушить свечку и класть ее над дверью. И следующий обряд – это обряд на удачу. Если у человека постоянно преследует черная полоса, он мог попросить в Михайлов день у Архангела помочь избавиться от нее. Для этого нужно было надеть белое платье или рубаху, повязать себя красным поясом, умыться и расчесаться, а потом встать у иконы Михаила, зажечь свечу и обратиться к нему с такими словами: «Михаил, ты чудо творишь, а значит, от неприятностей избавишь, черную полосу с моей судьбы сотрешь, удачу в нее привлечешь. Аминь». Затем свечку нужно спрятать в красном углу и периодически, время от времени, ее зажигать. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 19 сентября 2021 года. Обращаем внимание, что у нас 19 сентября 13 и 14 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Сегодня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди из прошлого, возобновляются связи, контакты, которые были утеряны много лет назад, значит, вы кармически не отработали какие-то вещи в прошлом, и вам нужно завершить начатые дела. Отнеситесь к этому с максимумом внимания, и каждому человеку сегодня необходимо освободиться от груза прошлого, для того, чтобы активно двигаться в будущее. Поэтому в 13-е лунные сутки, которые 19 сентября, это период очищения от личных вещей, мыслей, людей и накопления новой, свежей информации. Также внимательно наблюдайте сегодня за текущими событиями и делайте из прожитого только правильные выводы. С 18 часов 45 минут 19 сентября по московскому времени нас ожидает 14-й лунный день. И это самый мощный день этого лунного месяца. Это время сильных, решительных действий, когда вы можете повлиять резко на события. Именно в это время вы можете сделать шаг, решающий исход всех начатых ранее проектов. Самое главное – это сконцентрировать внимание на основном и не распыляться по мелочам. В 14-е лунные сутки многое удается. В этот день необходимо прислушиваться к советам даже сторонних людей, потому что они будут весьма полезны для вас. Период обострения
период построения, к сожалению, воздушных замков. Лучше воздержаться от любых обещаний. Вы можете, к сожалению, переоценивать свои силы. И сегодня, 19 сентября, от небес просите только одного – как можно больше сил. А для активизации своей энергетики можете использовать красную свечу. А чтобы ускорить мыслительный процесс, окурите ваш рабочий кабинет или комнату, где у вас больше всего книг, благовонием эвкалипта. Украшения лучше предпочесть с гиацинтом. И как мы говорили, Луна сегодня в знаке зодиака Рыба. А Луна в Рыбах дает людям романтичность, мечтательность, обостряется интуиция. Могут появиться какие-то мистические настроения. При Луне в Рыбах мы легче верим во все чудесное, таинственное и непонятное. Могут усилиться религиозные чувства. Нам гораздо легче, чем обычно, понять скрытую суть событий, вещей и явлений. Сегодня мы становимся более нежными, ласковыми и даже сентиментальными. Легко можем расплакаться от умиления над жалостливой книгой или фильмом. Хочется сегодня многим людям общаться с любимым человеком, говорить добрые и ласковые слова. В дни рыб наиболее тонко и глубоко мы воспринимаем поэзию, музыку и все произведения искусства. Наша душа требует эстетических переживаний, поэтому желательно посетить сегодня выставку, музей, театр или, как вариант, просто посидеть с томиков стихов, посмотреть какой-то любимый фильм. Но учтите, что чисто развлекательное искусство для этих дней не подходит, потому что в нашей душе хочется сопереживать, тонко и глубоко чувствовать. А поэтому для дней рыб подходит серьезное искусство, способное оставить глубокий след в душе. И аффирмация на сегодня, которую вы можете произносить, будет следующее. Я любимое существо, любимое творение Бога, и потому знаю себе цену. Истина да будет так.